Люди, как разумные существа, всегда жили на Земле и являлись частью ее сознания. Параллельно с людьми проходят эволюцию и другие виды. В Мексике были найдены необычные фигурки. Коллекция Джель-Сурда. Некоторые из них опознаются как динозавры. Также существует коллекция камней Икки, представляющая собой камни с выгравированными рисунками, в том числе и такими, на которых изображены люди рядом с динозаврами. Все это указывает на то, что примерно 250 миллионов лет назад люди уже жили. Однако и в коллекции Джель-Сурда, и на камнях Икки мы видим гигантов, сопоставимых по размерам с динозаврами. Кроме того, в древних хрониках говорится, что до потопа на Земле жили гиганты, в греческом варианте титаны, которые погибли во время потопа. Основная версия, или были побеждены богами и помещены в Тартар, версия греков. Находят и предметы явно искусственного происхождения, возраст которых при этом составляет сотни миллионов лет. Самые древние такие артефакты, по версии ученых, были найдены в шахте в Южной Африке за стенкой из каменных блоков. Эти артефакты представляли собой сферы разного диаметра, возраст материалов, из которых были изготовлены сферы, около 2 миллиардов лет. Согласно сообщениям исследователей, эти сферы обладают неким странным свойством. Оставленные в неподвижном положении, они делают оборот вокруг своей оси за год. Все это указывает на то, что на Земле за время ее существования, около 5 миллиардов лет, сменилось множество цивилизаций и рас, оставивших после себя духовное и материальное наследие. Их достижения и знания, утраченные современным человечеством, не исчезли с Земли и находятся где-то в ожидании археологов и исследователей, которые, уверен, до них доберутся. Можно себе представить, что ученых тех древних цивилизаций заинтересовал вопрос передачи посланий последующим поколениям. Если ими была создана своеобразная капсула времени, то на каком-то этапе развития человечеству станет доступна технология, позволяющая записывать информацию в геном живых существ. Такая запись внутри вида будет передаваться через поколения и может быть считана при определенном уровне развития науки. Вопрос в том, чью ДНК использовали при записи послания. Есть существа, ДНК которых однозначно несет признаки взлома. Это так называемые домашние животные или животные, одомашненные искусственно. Из них только несколько видов претендуют на роль друзей и спутников человека. Скорее, послание доверяет другу, чем еде. Так на роль курьеров могут претендовать кошки, собаки, лошади. Если вспомнить легендарного кота Бегемота, он же Йольский кот, а также непременных спутников ведьм черных кошек, то, наверное, именно кот, кошка являются главными претендентами. Сюда же можно отнести и культ египетских богинь – кошки Баст или Бастет и богини-львицы Сехмет. Таким образом, генетическое послание древних цивилизаций, скорее всего, несут в себе именно кошачьи. Однако легенды прошлых времен говорят о разумных и мудрых драконах, а также людях-змеях, нагах, вступавших в древности в общение с людьми. Возможно, эти расы используют в качестве курьера собственного домашнего любимца. Можно предположить, что для них таким курьером стала кобра, тоже священное животное, изображаемое вместе с некоторыми богами, в частности с Шивой и Буддой, и также весьма почитаемое в Древнем Египте. Скорее всего, существует простой способ считывания посланий древних цивилизаций, встроенных в курьера. Может быть, мурчание кошек и шипение кобр содержат в себе некую ценную информацию, послания древних цивилизаций. Не случайно кошка является помощником ведьм и колдунов, а кобра сопровождает Будд и индуистских святых. В магии существует одна из специализаций Великой гильдии волшебников, изучающая возможные трансформации живых существ. Это малая гильдия бест-мастеров. Именно они манипулируют генетической информацией и скрещивают виды, получая магические существа. В легендах древние маги создавали драконов и василисков, которых использовали для охраны своего жилища и в качестве домашних любимцев. Возможно, эта гильдия аккумулировала знания древних цивилизаций в области генной инженерии. Одним из главных приборов, используемых в этом виде магии, является проектор. Проектор состоит из 2 сосудов, соединенных пирамидой. Первый сосуд является исходным, второй выполняет роль приемника. Пирамида используется для проекции качества первого объекта на второй объект. В качестве первого объекта может быть использован носитель базового ДНК, например, взрослая особь какого-то вида. В качестве второго объекта используется изменяемый объект, приемник генетической информации.
Пирамида проецирует качество первого объекта, геном, на второй объект, геном которого изменяется. В качестве примера рассмотрим процесс создания Василиска. Объект номер 1 – змеиное яйцо. Объект номер 2 – куриное яйцо. Астральное тело змеи выделяется из объекта номер 1, расположенного в первом сосуде, и переносится пирамидой во второй сосуд, воздействуя на объект номер 2 – астральное тело цыпленка. В итоге генетическая структура цыпленка, родственника динозавров, дополняется генетической структурой змеи, также имеющей родство с ящерами. И получается Василиск, представляющий собой гибрид курицы и змеи. Наиболее таинственной частью проектора является пирамида, размеры которой рассчитывают по правилам расчета волновода. Также, исходя из параметров организмов, рассчитываются размеры сосудов номер 1 и номер 2. Рассмотрим второй пример. В приемную камеру второй сосуд. В качестве объекта номер 2 помещается беременная крольчиха. В первую камеру взрослый козел, объект номер 1, генетическая структура которого транслируется во вторую камеру и накладывается на генетическую структуру зародыша кролика. В итоге получается гибрид козла и кролика. Устройство этого прибора объясняется используемым в этом виде магией принципом. Информационное поле, несущее в себе параметры генома, частота Муладхары чакры, проецируется от одного объекта на другой. В качестве запоминающих устройств используется застывающая смола, воск или мандала. Магическая мандала создается по принципу рисования спирали с помощью чернил или краски. Настроившись на источник информации, маг рисует краской спираль. На рисунке фиксируются краской энергетические структуры, на которые настроено сознание мага. На частоте Муладхары чакры фиксируется генетическая информация. Активизировав ментальное тело для уровня 4.1, это анахата чакра, маг концентрируется на Муладхара чакре существа, являющегося источником генетической информации, и рисует краской спираль. Потом, когда мандала высохнет, маг кладет на нее левую руку, берущую, и считывает информацию, направляя ее в Муладхара чакру существа, приемник генетической информации. Можно выделить генетическую информацию из объектов типа янтаря. Такие объекты в период отвердевания фиксируют картину мира. При этом генетическая информация видов, обитавших в тот период, также фиксируется. Если маг считывает информацию конкретного вида и при этом настраивается на частоту Муладхара чакры, то он может считать генетическую информацию именно этого вида. Далее эту информацию можно зафиксировать на мандале и впоследствии переписать на другое существо, например, на куриное яйцо. Маг может вызвать изменения и во взрослой особи, наложив на ее генетику информацию, полученную от существа другого вида. В лягушку превращу. С этой технологией проекции ВЧ-монады ментального тела, возможно, связана и конструкция пирамиды Хеопса. Если рассматривать палату короля как приемную камеру, второй сосуд, а в качестве исходной камеры палату королевы, первый сосуд, то можно себе представить, как монада человека, помещенного в устройство в палате королевы, перемещается в саркофаг, находящийся в палате короля, где находится клон этого человека, либо в некоторых случаях беременная женщина, этот клон вынашивающая. С помощью специального устройства, похожего по конструкции на ванну с водой, из которой вытащили затычку, создается энергетический вихрь, формирующий луч захвата 15А, аналогичный лучу, формируемому парой мужчина-женщина при зачатии. Этот луч создает аналог серебряной нити, которая фиксирует монаду человека в клоне. В этот момент срабатывает устройство в палате королевы, которое действует наподобие магниевой фотовспышки. Возникает вспышка света, мгновенно уничтожающая исходное тело человека и серебряную нить, связывающую его монаду с телом. Теперь монада оказывается привязанной только к клону этого человека. Можно себе представить, как у 20-летнего человека берут клетки, которые используют для выращивания клона, помещают в человеческую яйцеклетку, генетически соответствующую его матери. Через 20 лет примерно производят перемещение его монады, сознания, выросший клон. Через 20 лет процедуру повторяют. Таким образом, человек все время живет в теле, находящемся в диапазоне 20-40 лет и практически бессмертен. Процедуру клонирования, выращивания гомункулуса описали средневековые алхимики, которые считали ее ключом к бессмертию. Надо сказать, что Великая пирамида, отреставрированная, но не построенная Хеопсом, является не только работающим проектором, но и несет в себе расчет параметров, необходимых для постройки других, более компактных проекторов.
Для любителей обсуждать этическую сторону разных научных проектов надо сообщить, что у клона монада не формируется, так как он является просто второй проекцией исходной монады. То есть, как бы клон – это резервная емкость для монады. Однако монада совместима только со своим клоном. В модели магов принцип работы пирамиды сводится к следующей схеме. Представьте, что некий синий объект находится на первом уровне, красный – на втором. Скорость течения времени на первом уровне в n раз больше, горячий, чем в окружающем мире, а на втором уровне в n раз меньше, холодный, чем в окружающем мире. В целом же в пирамиде время течет с той же скоростью, что и в окружающем мире. Однако если взять человека и поместить его на первом уровне, то его сознание будет ускоряться, 14А воздух, а на втором уровне замедляться, 16А вода. Пирамида поглощает энергию из зеленого объекта и перемещает ее на второй уровень к точке красного объекта. И далее перемещает на первый уровень в точку синего объекта. Между красным и синим объектами существует поток энергии. В желтой точке над пирамидой происходит ускорение времени. В этом месте возникают развилки времени, смещение в пятом измерении. Например, пирамиды Мексики строились для перехода в параллельные миры. Существовали пирамиды, в которых портал в параллельные миры открывался сверху в момент активизации пирамиды. Для активизации всей установки использовалась кровь, принесенных в жертву на верхней площадке пирамиды людей, стекавшая вниз по желобкам, пронизывающим всю конструкцию пирамиды. Сдвиг во времени определяется скоростью течения жидкости по желобкам пирамиды. Поэтому в толще пирамиды было проложено несколько параллельных групп каналов, имеющих различную длину и профиль. В результате поток жидкости крови, проходя разный путь за одно и то же время, имеет разную скорость, что приводит к открытию порталов в другие миры. Строители таких пирамид использовали их для проникновения в миры с высоким уровнем материальной культуры, для того, чтобы покупать или красть там нужные предметы, артефакты. Для возвращения назад эти спецгруппы имели некие артефакты, связанные с данной пирамидой, с помощью которых производилась сонастройка с вратами, находящимися во внутренних помещениях пирамиды. Можно представить себе артефакт, построенный по принципу кубика Рубика, или китайской игрушки шар в шаре, содержащий фрагменты некоего узора. Такой же узор, только целый, вложен в структуру врат, находящихся внутри пирамиды. Если путешественники собирают правильный узор, то их артефакт зацепляется за врата, создавая возможность для возвращения. Если взять сам портал, то его врата могли быть изготовлены из материала, имеющего память гипса или алебастра. Энергия нужна только для перехода из нашего мира в другой. Обратный же переход обеспечивает сила, аналогичная Архимедовой или силе натянутой резинки, привязанной к вратам, расположенным в нашем мире. Движение во времени можно соотнести с движением в лабиринте. Если вы находитесь в какой-то точке лабиринта, эту точку можно описать как настоящее время. Пройденная вами часть лабиринта представляет известную траекторию и соответствует прошлому. В прошлом вы уже выбрали свой путь и прошли по коридорам, которые сейчас вам известны. Если же рассмотреть будущее, то оно содержит в себе множество развилок, среди которых нужно выбрать коридоры, по которым вы еще пройдете. Там выбор еще не сделан, и поэтому будущее неизвестно и неоднозначно. Если кто-то ускорится в своем движении во времени, то он обгонит большинство человечества и окажется в условиях выбора. В качестве примера можно привести экскурсию в подземельях, катакомбах, например, Рима. Человек, обогнавший группу или наоборот от нее отставший, встает перед выбором, куда повернуть, какой коридор выбрать. Те, кто идет в группе с гидом, ничего не выбирают, они просто идут за своим гидом. Предположим, что есть возможность ускорить или замедлить движение во времени для отдельного человека. Тогда у него возникает шанс свернуть в другой коридор и попасть в другой параллельный мир. Поговорим о способе ускорить время. Всю кровеносную систему человека можно сравнить с клипсидрой, водяными часами. Жидкость в нашем организме течет с определенной скоростью. Именно модель кровеносной системы лежит в основе действия пирамид майя, в которых также кровь течет по канавкам. Движущаяся по пирамиде кровь создает биополе, зацепляющее кровь, текущую в организме человека. Для людей, стоящих на верхней площадке пирамиды, возникает ускорение, которое дает им возможность двигаться быстрее других и выбрать движение в параллельный мир. В зависимости от выбранной системы каналов, портал открывается в один из нескольких доступных миров. Использование именно человеческой крови, видимо, связано с параметром зацепления, резонанса.
Что касается полученных в результате экспедиции артефактов, то, скорее всего, большая их часть была унесена майя с собой в один из параллельных миров, куда они ушли, спасаясь от каких-то врагов, а возможно и эпидемий. Может быть, таким образом майя избежали будущего конфликта с конкистадорами. Оставшиеся же в нашем мире артефакты, возможно, рассматривались последующими цивилизациями как драгоценности и осели в невыкопанных еще кладах. Возможно, какие-то из этих предметов, артефакты, принесенные в наш мир поисковыми командами майя и связанные с неизвестными нам технологиями. Еще одну версию технологии, предоставляющей возможность перехода в параллельные миры, мы находим на Крите. Крито-микенская цивилизация в течение долгого времени была доминирующей на Средиземном море и являлась крупнейшим экспортером зерновых культур в античном мире. Однако непонятно, как на этом каменистом острове выращивали огромные урожаи. Известна легенда о чудесном ученом Дедале, построившем Кносский лабиринт для Минотавра, чудовища, пожиравшего людей. На Крите есть несколько лабиринтов. На самом деле эти лабиринты довольно простые устройства, предназначенные для создания порталов в параллельные миры. Дело в том, что попавшие в лабиринт люди, побродив в нем несколько часов, теряли ориентацию в пространстве и в итоге попадали в центр лабиринта. Там они находили ворота и, пройдя через них, попадали в параллельный мир 10А. Устройство ворот было увязано с совпадением узоров, как и в пирамидах майя устройство возвращения, описанное выше. Ворота, находящиеся в лабиринте, были точной копией ворот, расположенных в параллельном мире. Идея совпадения узора в нашем и параллельном мире лежит в основе сценария сериала «Звездные врата». Показанное там устройство построено по принципу собирания пазлов. Оно похоже на телефон, с которого можно позвонить, установить связь с другим телефоном. Собранный узор резонирует с узором других врат. При этом данный узор выполняет роль адреса именно тех врат. Самое сложное – это постройка врат с той стороны. Один из методов связан со сновидением. Во время сна сознание человека перемещается в Сефиру Нецах, независимо от того, в каком из параллельных миров находится человек. Во время сна работают малые врата сновидения. Это явление позволяет во время сна перемещать сознание из одного мира в другой. Попав в параллельный мир, маг отыскивает там объект, который может подойти в качестве ворот, и строит в своем мире их копию. Обычно выбирают какие-то естественные или искусственные арки и делают их точную копию в нашем мире. Иногда в качестве врат используют достаточно примитивные условные изображения лабиринтов, выложенные на местности из камней. Главной частью при этом является середина лабиринта, где размещают сами врата. В некоторых случаях функцию врат может выполнить их изображение или модель. Такое изображение на свернутом в трубку листе кожи или медном листе помещают в центр лабиринта. В некоторых случаях мандалу с узором могут поместить в столб, отлитый из чего-то похожего на бетон. Так, например, комплекс Стоунхендж можно рассмотреть как большое количество врат, одни из которых функционируют, а другие разрушены. Такой комплекс, в мире есть аналоги, можно сравнить с вокзалом, на котором множество путей, часть из которых действует, а другие ржавые и разрушенные. Комплекс Стоунхенджа можно рассмотреть как языческий комплекс, посвященный многим богам. Аналогом этого комплекса является зодиакальный круг. Существует также дендерский календарь древних египтян, в котором вместо зодиакальных созвездий изображены боги. Богов можно интерпретировать как энергетические каналы, арканы, входящие в наш мир через свои врата. В зодиакальной системе 12 таких врат. В сефиротической магии мы говорим о 22 каналах, которые также называют ангелами. Каждый из этих каналов сопоставляется с фонемой и буквой алфавита – иврит. Этот алфавит связан с планетарной цивилизацией атлантов и поэтому является магическим, то есть работает как элемент языка, понятного системе и действующего на любой территории Земли. Заклинания, составленные на этом или других магических языках, в итоге можно сравнить с пряжей, сплетенной из звуков, при этом каждый звук является энергетической нитью. То есть заклинание подобно узору вязаной ткани. И в древние времена магов называли чароплетами, так как заклинания представляли собой сплетенную из энергетических нитей реальность. Заклинание представляет собой сплетенную из слов область выделенного пространства, внутри которого законы устанавливает маг. Каждый аркан, буква, имеет определенные качества, которые привносятся в слово. Слово является кодом, связанным с определенным объектом или действием.
Существуют рунические камни, бракеты, несущие в себе особые заклинания. Эти заклинания аналогичны тем, что изображены на египетских стелах. Основное назначение этих артефактов – это создание определенного филологического поля, активизирующего связь человека с данным эгрегором. Если у человека в одном из прошлых воплощений такая связь была, то она активизируется в местах силы, в которых работают заклинания на данном языке. Иногда в таких местах помещают конкретные заклинания, которые могут быть активированы. Например, исцеляющие заклинания или заклинания, дающие силу. Так алтарь церкви является источником 21А, а стены мечети – источником 19А. По аналогии с действиями египетских стел и рунических бракетов, эти артефакты активизируют прошлые подключения к данным эгрегорам. Не случайно религиозные эгрегоры, подобно этническим, обладают собственным языком, отличным от обычного разговорного. В каждый религиозный эгрегор встроено заклинание, которое является ситхой, то есть высшей способностью жрецов, священников данной религии. Для иудаизма 22А – это способность к адаптации в новых условиях, приспосабливаемость. Для христианства 21А – получение помощи от высших сил. Для мистического христианства 20А – способность к реинкарнации, восстановление знаний прошлого. Для ислама 19А – способность к обретению внутренней гармонии. Для суфиев 18А – способность обретения предназначения и смысла жизни. Для каббалистов низкочастотная часть 15А связана с религиозным учением. Это способность к получению желаемого. Начиная с 17А мы имеем дело уже с магическими арканами. Основное отличие между религиями и магией можно продемонстрировать на примере отличия магазинов готовой одежды, рассчитанных на массового покупателя, от элитарных ателье, в которых шьют высококачественную индивидуальную одежду. Если в религии один жрец, имеющий контакт с высшими силами, хотя бы номинально, приходится на сотни прихожан, членов общины, то у каждого мага есть свой собственный канал связи с высшими силами. Если человек говорит, что ему не нужен священник, он имеет личный контакт с Богом, богами, то он, скорее всего, маг. Обычно магов считают атеистами, однако это не так. Атеист – это человек, отрицающий существование Бога, высшего разума. Маг же не только не отрицает существование высшего разума, но и знает о нем больше, чем все священники вместе взятые, а также находится с ним в прямом контакте. И кроме того, в магии отсутствует принятое в религиях разделение на злое и доброе начало. Вместо этого в магии есть ВЧ-составляющая и НЧ-составляющая. Сама же сила является силой в физическом смысле. И здесь понятие добра и зла зависит от самого человека. Число людей, убитых в религиозных войнах из самых лучших побуждений, а также число еретиков и иноверцев, убитых формальными почитателями сил добра, гораздо больше человеческих жертв, принесенных сатанистами, сторонниками сил формального зла. Демон Бафомет, известный также как Козел Мендеса, соответствует изображению ангела 15А. В магии с этим арканом не связывается ничего ужасного. Магия использует его для лечения бесплодия у мужчин и женщин, а также для увеличения благосостояния. Но именно этот аркан отвечает за серебряную нить, иммунитет и срок жизни. Что касается образа дьявола, то на языке аркана Таро он имеет следующее значение. Внешний вид волосатого животного – животное начало или физическое тело. Рога обозначают верхнее подключение или связь с системой, Богом. Поэтому Моисею иногда рисуют рожки. Пятиконечная перевернутая звезда, расположенная между рогов, означает монаду ребенка, готового к воплощению, идущую сверху вниз. Когтистые птичьи лапы, вцепившиеся в каменный столб, означают, во-первых, способность монады летать, птица, во-вторых, связь со стихией земли, материей. Крылья летучей мыши означают ночь, время, в которое этот аркан усиливается. Это говорит об усилении сексуальной энергии ночью. Таким образом, рогатый козлоголовый дьявол, сатана, представляет собой аллегорическое описание настройки сознания человека на один из каналов планетарной энергии. Существует иконописное изображение мук грешников в аду, где царствует сатана, похожий на Бафомета. В античном мире существовало представление о трех царствах. Первым царством, царством живых, управлял великий бог Зевс, вторым царством, океаном, управлял его брат Посейдон, и, наконец, царством мертвых управлял их младший брат Аид. Попавшие к Аиду, умершие теряли память и блуждали в подземельях, не испытывая при этом особых мук.
Для некоторых преступников боги придумывали особые, индивидуальные наказания. Большинство же рядовых покойников просто страдали амнезией. В итоге души, забывшие свои предыдущие воплощения, перерождались. Христиане придумали ад со всеми мучениями, которые люди вполне воплощали в обычном мире. Наказания грешников были придуманы как воздаяние язычниками за пытки первых христиан. Если рассмотреть иконы, изображающие мучения первых христиан, то палачи там обезличены так же, как и черти в аду. Сатанисты такие же верующие, как и поклонники обычных светлых религий. Сатанисты поклоняются своему темному богу так же, только делают все наоборот. Если христиане празднуют Рождество Христово, то есть рождение особого ребенка непорочной девственницы, то сатанисты церковь кладут на алтарь у нее на животе младенца мужского пола. Проводя ритуал черной мессы, они как бы аннулируют Рождество Христово. Поклонники сатаны учредили собственную церковь. При этом человеческие приношения не большей частью заменили на театрализованные постановки, как, впрочем, и христиане, заменяющие во время причастия тело и кровь Христа вином и хлебом. Высшим магам 4.2 не требуется никаких атрибутов или аксессуаров для работы с арканами. Без всяких алтарей и жертв сознание мага может совершить работу, используя энергию аркана. Магия, существующая в нашем мире, восходит к 3 разным источникам. Сефиротическая магия восходит к цивилизации Древнего Египта. Египтяне же были наследниками высокотехнологической цивилизации атлантов.